Мы привыкли представлять себе Марс холодной и пустынной планетой, лишенной живительной влаги и атмосферы. Вот уже миллиарды лет он покрыт безжизненными пустошами, иссушенными смертоносной космической радиацией. Между тем, поверхность Марса хранит следы древних морей и рек, даже более бурных и полноводных, чем земные. И чем глубже мы погружаемся в историю Красной планеты, тем более неожиданный облик она обретает. С Земли Марс виден как тусклая алая точка, теряющаяся на фоне звездного неба, и рассмотреть ее детально не представляется возможным. Однако с помощью телескопов и орбитальных станций мы ежедневно получаем тысячи подробных изображений поверхности Красной планеты. Между тем, анализ этих данных был бы невыполним без помощи искусственного интеллекта и нейросетей. Они все сильнее проникают в каждую сферу нашей жизни, и специалисты в данной области становятся все более востребованы с каждым годом. Освоить профессию будущего прямо сейчас можно вместе с онлайн-школой Skill Factory. Инновационный курс Data Scientist с нуля до Pro вобрал в себя важнейший опыт практикующих разработчиков из крупнейших IT-компаний. Его изучение поможет вам быстро освоить одну из самых перспективных профессий наших дней. Ведь курс проходит в понятной и доступной форме, а основной упор обучения — это практика, создание профессионального портфолио и поиск интересной, высокооплачиваемой работы. К тому же каждый наш подписчик может получить скидку 45% на приобретение курса Data Scientist с нуля до Pro. А совершив покупку до конца сентября, вы получите в подарок мини-курс по использованию нейросетей. Ссылка на промокод в описании к ролику. А мы тем временем продолжим наш выпуск. Это Марс. Считается, что именно так он выглядел несколько миллиардов лет назад. Плотная атмосфера из углекислого газа окутывала планету, сохраняя тепло и влагу. Многочисленные реки текли по ее поверхности, а большая часть северного полушария была заполнена водой. Однако всему этому было суждено исчезнуть, оставив после себя лишь следы на камнях. Предполагается, что слабое и нестабильное магнитное поле Марса не смогло защитить его от солнечного ветра. В течение сотен миллионов лет атмосфера постепенно истощалась, а водяной пар разлагался на водород и кислород. Более легкий газ поднимался в верхние слои атмосферы и улетучивался в космическое пространство. Кислород же вступал в реакцию с горными породами, медленно покрывая планету налетом из ржавчины и песка. Тонкий слой оранжевой пыли и вечная мерзлота – это все, что осталось от водного изобилия Красной планеты. Чтобы лучше понять, что же сейчас происходит на Марсе, нам придется сперва заглянуть в его недра. Благодаря чувствительным сейсмографам аппарата InSight, в течение 4 долгих лет изучавших внутреннее строение небесного тела, ученые получили представление о процессах, происходящих в его глубинах. В самом центре планеты мы можем наблюдать крупное и массивное ядро из железа, серы и никеля. Его радиус составляет более половины размера всего небесного тела,
а температура лежит в пределах от 1800 до 2000 кельвинов. Из-за огромного давления большая часть ядра находится в твердом состоянии, а значит не способна создавать стабильное магнитное поле. В свою очередь, ядро планеты окружает слой расплавленной мантии толщиной порядка 1500 километров. Ее состав неоднороден и зависит от глубины. Нижние слои содержат оксиды различных металлов, а верхние представлены оловином и силикатами. Снаружи мантия скована массивной корой, средняя глубина которой оценивается примерно в 50 километров. Это в 5-10 раз превышает параметры океанической литосферы нашей планеты и сравнимо с толщиной земных материков. Также примечательно, что в северном полушарии марсианская кора состоит преимущественно из андезита, а в южном – из базальта, что может свидетельствовать о том, что она была сформирована в разное время. Десятилетия наблюдений подарили нам сотни тысяч снимков поверхности Марса. Объединив их вместе, ученые в итоге смогли создать невероятно точную и подробную карту небесного тела, содержащую множество объектов. Некоторые из них совсем невелики, другие же простираются на тысячи километров и видны в телескопы даже с Земли. И одним из таких привлекающих внимание регионов являются долины Маринер. Эта гигантская система переплетающихся каньонов и пропастей протянулась вдоль экватора планеты на 4500 километров. Ее западная часть глубоко рассекает грандиозное вулканическое Нагорье Тарсис, и наше погружение в Великий Разлом начнется практически в самом центре гигантского плато. Именно здесь расположен уникальный и загадочный регион, отмеченный на картах как «Лабиринт ночи». Он представляет собой область хаотического рельефа, протянувшуюся на 1200 километров с запада на восток. Здесь многочисленные глубокие расщелины с крутыми краями многократно пересекаются друг с другом, разделяя поверхность планеты на блоки неправильной формы. Их верхняя часть состоит из более мягких и легких отложений, подвергшихся сильной эрозии, а основание сформировано монолитной коренной породой. За миллиарды лет склоны пропастей обрушились во многих местах, оставив после себя многочисленные оползни. Предполагается, что именно здесь осадки, выпадавшие на поверхность Нагорья в древние времена, скапливались воедино и неудержимыми бурлящими потоками стекали на восток. Свидетельством этого могут служить следы глубокой водной эрозии, замеченные на дне большинства расщелин, а также слоистая структура склонов и оползней. Кроме того, спектральный анализ показывает, что в данном регионе в изобилии встречаются некоторые минералы, для образования которых необходима жидкая вода, например, гематит, опалы и сульфаты железа. Наблюдения показывают, что периодически лабиринт ночи затягивается плотным туманом, а значит, он до сих пор остается одним из самых влажных регионов планеты. Предполагается, что содержащаяся в почве вода в течение дня испаряется в разреженную марсианскую атмосферу, а высокие стенки ущелий не дают влажному воздуху рассеяться. Когда же температура падает, вода конденсируется в виде микроскопических ледяных кристаллов, которые медленно оседают на поверхности, образуя тонкий слой инея. По мере движения на восток, причудливое переплетение расщелин лабиринта ночи постепенно переходит в систему гигантских каньонов,
время от времени пересекающих друг друга. На протяжении миллиардов лет мощные потоки воды вытачивали глубокие русла в марсианских породах, а затем ветра и песчаные бури разъедали их склоны. Но какой бы путь мы ни выбрали, в конечном итоге он приведет нас к гигантской пропасти Капрат. Именно здесь зафиксирована самая глубокая точка долин Маринер. Она расположена на 11 километров ниже окружающих плато. Расчеты показывают, что в древности ущелье Капрат представляло собой узкое длинное проточное озеро, в наиболее полноводные времена сравнимое по объему с Черным морем Земли. Предполагается, что данный регион является одной из наиболее перспективных целей для будущих исследований. Грунт, устилающий дно пропасти, может нести следы присутствия древних микроорганизмов, а ее склоны служат летописью геологической истории планеты и представляют большую научную ценность. Продолжив свой путь по каньону, мы обнаружим, что он постепенно теряет крутизну и плавно растворяется в пологой долине Хриса. Однако и здесь мы видим следы водной стихии, представленные в виде округлых террас и вытянутых островов, по всей вероятности сформированных наносным материалом из долин Маринер. Похожие геологические образования встречаются и на нашей планете, в дельтах крупнейших рек, например, Амазонки или Нила. Таким образом, мы ознакомились с одним из наиболее грандиозных и заметных свидетельств существования воды в древние эпохи марсианской истории. Однако гигантский разлом долин Маринер был исследован только из космоса. Колеса марсохода никогда не касались его. И чтобы посмотреть на Красную планету поближе, нам придется отправиться далеко на восток. Пролетев несколько тысяч километров над неприветливыми каменистыми пустынями, мы наконец достигнем крупного кратера под названием Гейл. Примерно 3,8 миллиарда лет назад массивный астероид рухнул здесь, оставив после себя глубокую округлую низменность диаметром 154 километра. В ее центре расположена гора Шарп, представляющая собой обширную возвышенность неправильной формы, сложенную слоями осадочных пород. Вероятно, в древности здесь располагалось большое круглое озеро с центральным островом. В настоящее же время кратер Гейл получил известность как регион посадки марсохода Curiosity. История этой миссии началась почти 11 лет назад, когда 6 августа 2012 года на поверхность Марса приземлился автономный исследовательский аппарат Curiosity, символ человеческого упорства и любознательности. Цели миссии включали в себя изучение климата и рельефа планеты, а также поиск воды и следов биологической жизни. Почти сразу же после посадки марсоход обнаружил подтверждение того, что в прошлом планета была гораздо более влажной, чем сейчас. На первых же фотографиях, переданных на Землю, ясно видна долина, промытая бурным потоком воды. Эта местность получила название «Долина мира», и она является одним из самых ярких свидетельств водной эрозии на планете. Затем Curiosity направился на восток и вскоре достиг песчаной ямы под названием Рок-Нест. Здесь он взял свою первую пробу грунта и обнаружил, что она содержит около 3% воды. Далее марсоход повернул на юго-запад и продолжил свой путь. Он преодолел скалистые пустоши региона Гленилк, где безжалостный ветер стесал осадочные наносы до коренной породы, сформировавшейся более 4 миллиардов лет назад. Затем, время от времени взбираясь по каменистым склонам, Curiosity достиг западной оконечности дюн Багнальда,
попутно изучая осадочные породы, отложившиеся здесь сравнительно недавно по геологическим меркам. От пустыни марсоход повернул на юг и приступил к долгому и утомительному подъему на склон небольшого горного хребта под названием Вера Рубин. По пути песок и кремнезем под его колесами уступили место гематиту – оксиду железа, который образуется только в условиях контакта с жидкой водой. Оказалось, что горный хребет в существенной степени состоит из этого вещества, а значит, в прежние времена климат в данном регионе был гораздо более влажным. В общем итоге Curiosity пробыл на Марсе более 3000 дней, примерно в 5 раз превысив заявленную продолжительность миссии. Несмотря на все трудности и препятствия, он прошел почти 30 километров по суровой марсианской пустоши и взял 28 проб инопланетного грунта. Химические анализаторы зонда обнаружили не только воду, но и органические молекулы, в том числе бензол и ароматические углеводороды. А его камеры подарили нам тысячи фотографий и видеозаписей. Оставив упорный марсоход за спиной, мы продолжим наше путешествие и отправимся на юго-запад. Здесь расположена равнина Эллада, один из крупнейших ударных кратеров Марса. Предполагается, что на этом месте примерно 4 миллиарда лет назад массивный астероид радиусом около 50 километров врезался в планету на огромной скорости. Чудовищный взрыв оставил после себя гигантский кратер размером порядка 2300 километров, а миллионы тонн камня были раздроблены и выброшены далеко за его пределы. Некоторые из этих осколков могли достигнуть космического пространства, а затем рухнуть на поверхность планеты за сотни и тысячи километров от места катаклизма. Стоит отметить, что в те времена Марс с высокой вероятностью представлял собой более благоприятное и комфортное небесное тело, чем сейчас. Поэтому оставшаяся на месте удара гигантская низменность была быстро заполнена водой, образовав крупное озеро или бессточное внутреннее море. В течение миллиардов лет оно постепенно мелело, пока не превратилось в то, что мы видим сейчас. Грандиозный кратер глубиной более 7 километров. Издалека может показаться, что дно котловины ровное и плоское. Но это лишь иллюзия. На самом деле оно покрыто множеством мелких бугров и разломов, появление которых связывают с движением пластов подземного льда. Похожий рельеф встречается и на Земле, в арктических пустошах и зонах вечной мерзлоты. Из-за большой глубины атмосферное давление в данном регионе примерно в 2 раза выше, чем в среднем по планете, что приводит к необычным погодным явлениям. Например, время от времени над кратером формируется нехарактерная для Марса туманная дымка. Ветер частично выносит ее из котловины, однако клочки тумана быстро рассеиваются в разреженной атмосфере или оседают на промерзших камнях. А во время марсианской зимы равнина Эллада целиком покрывается инеем и видна с Земли как большое светлое пятно. Из-за этого данная область долгое время ошибочно считалась возвышенностью, и лишь в конце прошлого века была определена ее истинная природа. Дальнейший наш путь лежит на север, к кратеру Езера, в прошлом представлявшем собой крупное проточное озеро. С севера его наполняла водой река Сава, а с запада – Неретва. Следы этих крупных водных артерий Марса сохранились на его поверхности до сих пор. Они предстают перед нами в виде слоистых отложений речных наносов и крупных промоин в гористых стенках. Один из подобных регионов и стал приоритетной целью марсохода Perseverance
опустившегося в кратер Йезера 18 февраля 2021 года. Первоначально планировалось, что марсоход приземлится неподалеку от местности под названием Три Рукава, в долине реки Неретва. Однако из-за погодных условий точка посадки сместилась на 1,7 километра к юго-востоку, и ровер оказался отделен от своей цели областью непроходимых песков под названием Сейтах. Именно в этот момент впервые проявил себя уникальный вертолет Ingenuity. Взлетев над поверхностью планеты, он позволил получить широкоформатную панораму древней дельты, а также уникальный фотоснимок плато Кодьяк, расположенного в 2,3 километра от точки посадки ровера. После того, как марсоход освоился на новом месте и разведал окрестности, он начал долгое упорное путешествие в обход неприветливой пустыни, что отделяло его от цели. Эта миссия стала истинной демонстрацией технического прогресса и человеческой настойчивости. Следуя на юг по самому краю Сейтах, Персеверанс время от времени останавливался, чтобы собрать образцы грунта. В то же время Ingenuity совершал вылет за вылетом, предоставив нам множество фотографий Марса с недоступного прежде ракурса. На 168-й марсианский день аппарат повернул на запад. Планировалось, что он пройдет по дну кратера, обогнет южную оконечность Сейтах и достигнет каменистой гряды, вдоль которой направится на север, к дельте. Однако местность оказалась труднопроходимой, и ровер был вынужден повернуть назад. Вернувшись практически по своим следам в район посадки, Персеверанс отправился к своей цели. Плавно обогнув северную часть пустыни, он постепенно повернул на запад. В итоге, после долгого и трудного пути, марсоход все же достиг дельты и приступил к ее исследованию. Это произошло в апреле 2022 года, на 413-е марсианские сутки после приземления. В настоящее время Персеверанс преодолел более 18 километров по неприветливой марсианской пустыне. Он собрал 15 образцов грунта и предоставил более 166 тысяч изображений, а также гигабайты данных с различных датчиков. Кроме того, аппарат Мокси, являющийся частью научной нагрузки ровера, успешно получил около 100 грамм кислорода из углекислого газа марсианской атмосферы, что открывает перспективы для дальнейшей колонизации планеты. В то же время сейсмографы Perseverance зафиксировали несколько марсотрясений, благодаря чему ученым удалось лучше узнать внутреннее строение небесного тела. Не менее полезным в данной миссии оказался и вертолет Ingenuity. Он уже совершил более 50 полетов и преодолел в общей сложности свыше 8 километров пути, тем самым убедительно доказав, что даже в условиях разряженной атмосферы Марса можно использовать летательные аппараты для исследований и разведки. Кроме пустынных пейзажей и каменистых обломков, Персеверанс периодически фотографирует ночное небо Марса. Например, вот этой белой точкой является один из его спутников – Деймос. А совсем недавно Персеверанс зафиксировал, как Фобос на короткий срок затмил собой Солнце. Это уникальное наблюдение не просто стало великолепным зрелищем, но и подарило астрономам множество важных данных. В отличие от нашей планеты, Марс имеет два спутника, которые представляют собой очень небольшие небесные тела неправильной формы. Наблюдение и спектральный анализ позволяют предположить, что по составу Фобос и Деймос похожи на углеродные астероиды. Однако их точное происхождение до сих пор служит предметом научных дискуссий. Согласно одной гипотезе, они являются остатками малого небесного тела,
несколько миллиардов лет назад захваченного Марсом из главного пояса астероидов. Вероятно, приливные силы планеты разрушили объекты на множество фрагментов, а Фобос и Деймос являются крупнейшими из них. Другое предположение гласит, что на заре формирования Солнечной системы крупная протопланета столкнулась с молодым Марсом. В результате этого катаклизма часть осколков была выброшена в космос, где гравитация собрала их в два относительно крупных объекта. Фобос – больший из спутников Марса. Он движется над экватором планеты на высоте порядка 6000 километров, что примерно в 64 раза меньше, чем дистанция от Луны до Земли. Некоторые земные спутники расположены на высоте в 3-5 раз выше, чем данное небесное тело. Однако его размеры настолько малы, что даже на таком расстоянии с поверхности Марса он кажется втрое меньше нашей Луны. Еще один удивительный факт заключается в том, что Фобос имеет крайне низкую среднюю плотность – порядка 1,9 грамма на сантиметр кубический. Это означает, что до 40% его объема должны составлять пустоты. Возможно, что данный объект, как и некоторые астероиды нашей системы, состоит из нескольких обломков, скрепленных вместе лишь силой гравитации. Под действием приливных сил Фобос постепенно теряет высоту – примерно 1,8 метра за столетие. Согласно расчетам, через 10-11 миллионов лет он будет разрушен притяжением Марса на множество осколков, а спустя еще 33 миллиона лет они окончательно рухнут на поверхность Красной планеты. К этому времени Марс, скорее всего, потеряет и второй свой спутник Деймос. В настоящее время это небесное тело движется по круговой орбите радиусом около 23 500 километров. Однако данное расстояние постепенно увеличивается. Расчеты показывают, что через несколько миллионов лет спутник окончательно выйдет из зоны гравитационного влияния Марса и отправится в свободный полет. Деймос – очень темный объект, ведь его поверхность поглощает почти 93% падающего на него света. Малые размеры спутника приводят к тому, что с Марса невозможно увидеть его диск невооруженным глазом. Деймос предстает перед наблюдателем как точечный источник света, хотя и довольно яркий. Из-за особенностей орбиты кажется, что он движется по марсианскому небу навстречу Фобосу. Однако это всего лишь иллюзия. На самом деле, оба спутника обращаются вокруг Марса в одном направлении. Глядя на застывший в неизменности Марс, трудно поверить, что когда-то по его поверхности текли бурные реки, равных которым может не быть на Земле. Просторы Красной планеты полны загадок и неожиданностей, и нам еще только предстоит раскрыть большую их часть. И хотя кажется, что история Марса давно уже клонится к закату, человеческое упорство и любопытство еще может открыть в этой книге новую страницу. Каждый из нас имеет шанс внести свою лепту в этот процесс. Будь то участие в космических исследованиях или скромный лайк под этим видео. Ведь только благодаря вашей поддержке этот ролик смогут увидеть миллионы человек. И вполне вероятно, что кто-то из них нам откроет новые границы Вселенной. И услышимся!